Всем привет, друзья, вы на канале Киномир. Перед просмотром поставьте лайк и подпишитесь. Сегодня я расскажу о фильме 2017 года под названием «Роковое искушение». В годы гражданской войны 12-летняя девочка по имени Эми, собирая грибы в лесу, и натыкается на раненого солдата. Глядя на его рану, Эми рассказывает, что за лесом находится пансион для девушек, в котором остались еще 4 студентки. Директор пансиона вряд ли будет рад северянину, но там явно лучше, чем здесь в лесу. Попросив девочку помочь ему, так как сам подняться и идти солдат не в состоянии. Не дойдя до пансионата, солдат теряет сознание, из-за чего девушкам приходится втаскивать его внутрь. Марта просит Эми повесить платок на ворота, своеобразный символ для патруля о том, что в пансионе находится пленник. Однако, немного подумав, отказывается от этой идеи, ведь из-за полученного ранения солдат умрет в плену армии Юга. Марта соглашается обработать и зашить рану капрала, а когда он восстановит силы, тогда его сдать. Она совместно с учительницей извлекает осколки, после чего зашивает рану. На уроке вышивания одна из студенток Джейн высказывает предположение, что капрал может быть шпионом и под покровом ночи приведет сюда свою армию. Марта выходит из комнаты, услышав звук колокола. Воспитанницы сообщают о солдатах конфедерации, ведущих мимо их пансиона пленных, и выйдя на улицу, Марта приветствует войска, но о том, что в пансионе находится вражеский солдат, утаивает. Однако просит немного патронов для своего револьвера, после слов командира отряда, что в лесах прячется много солдат Союза. Девочки наблюдают за тем, что войска отправляются дальше, и рады тому, что Марта не выдала раненого. Следующим утром Эми навещает солдата, убедившись, что капрал в порядке, девочка отправляется на завтрак, где Джейн интересуется у Эдвин, как долго солдат пробудет в музыкальном классе, ведь она не может упражняться в одной комнате с врагом. Войдя к МакБерни, Марта обрабатывает рану солдата. Из их разговора становится ясно, что Джон совсем не боится попасть в плен вражеской армии. Ведь если бы Эми не притащила его сюда, то скорее всего он был бы уже мертв. Во время их разговора в комнате появляется Алисия, предлагая Мархи свою помощь, но та отказывается, предупреждая, что в эту комнату входить запрещено. Не выходя из комнаты, Марта предупреждает Джон МакБерни, что долго здесь он не пробудит. Спустя некоторое время капрала навещает Мэри, протягивает Джону молитвенник, советуя исповедаться перед смертью. Однако МакБерни намерен пожить еще немного, вызывая улыбку у девочки. У дверей Мэри встречается с Эдвиной. Учительница удивлена тем, что девочка без разрешения надела ее жемчужные сережки. Делая перевязку солдату, Эдвина узнает о том, что Джон сбежал с поля боя, что сам солдат считает очень разумным решением, нежели быть убитым. Делая девушке комплименты, МакБерни спрашивает о ее самом большом желании. Во время вечерней молитвы Алисия просит разрешения у Марты выйти в туалет, однако вместо уборной девушка проникает в комнату с пленником и целует его. Следующим вечером после ужина Марта предлагает всем девушкам зайти в комнату Джона и исполнить молитву вместе с солдатом, но перед этим они хотят послушать музыку. Во время исполнения песни, в пансионе раздается стук в дверь, и Марта приказывает всем находиться в комнате. Если гости окажутся северяне, то Марта подаст сигнал, чтобы девушки успели убежать в лес и спрятаться там. Однако на пороге оказываются солдаты конфедерации. Усадив их на кухне, Марта поднимается в комнату МакБерни. Вместе они решают не выдавать капрала солдатам, так как он ранен, и скорее всего они его просто пристрелят. Но как только Джон окрепнет и заживет рану, он должен сам покинуть пансион. Провожая девушек в спальню, Марта предлагает капралу выпить вместе с ней, на что Джон, конечно же, соглашается. Спустя несколько дней МакБерни способен вставать на ноги, однако передвигаться без помощи трости он еще не может. Выйдя на крыльцо пансиона и окидывая взглядом окружение, МакБерни предлагает заняться ремонтом забора, а также помочь девочкам в саду. Эми приносит ему воды, МакБерни признается, что считает ее своим самым лучшим другом, но просит об этом никому не рассказывать. Встретившись на крыльце с девочкой, Алисия требует от Эми не рассказывать МакБерни всякие гадости о них, ведь девушки совсем не против пококетничать с парнем. Проверяя ногу капрала, Марта выносит вердикт, что рана Джона окончательно заживет к концу недели, а это значит, что всего через пару дней парню придется покинуть пансион. Однако идти капралу никуда, да и особо не хочется. Марта отклоняет предложение МакБерни остаться здесь в обмен на работу в их саду. Всем этим капрал делится с Эми, надеясь, что девочка поделится новостью с остальными девушками, ведь все они испытывают теплое чувство к капралу и скорее всего попытаются уговорить Марту оставить солдата. Эдвине он признается в любви, также не забыв упомянуть о решении, предлагая покинуть пансион вместе с ним.
МакБерни целует девушку, однако их поцелуй прерывает Алисия, сообщая, что Марта приглашает Капрала поужинать вместе с ними. Перед трапезой все девочки надевают свои самые лучшие наряды, чтобы понравиться МакБерни. Находясь за одним столом с парнем, девочки начинают хихикать, так как общество мужчины их явно радует. Стоит только Джону похвалить яблочный пирог, как все девушки стараются показать, что именно благодаря их усилиям пирог был отменный. После ужина все отправляется слушать музыку, исполняемую Джейн. Алисия заигрывает с МакБерни, однако Капрал направляется к Эдвине, делая девушке комплимент, после чего просит разрешения прийти к ней ночью. Его перебивает Марта, предлагая Джону выпить вместе с ней. Делая женщине комплимент, Джон снова выпрашивает у Марты разрешения остаться здесь и помогать им. Провожая МакБерни до комнаты, становится ясно, что Марта сама увлечена мужчиной. Ночью, услышав голоса Эдвина, идет в комнату к Алисе, где обнаруживают МакБерни, целующего девушку. Парень пытается извиниться перед Эдвиной, но девушка толкает его, в результате чего Джон падает по лестнице и получает открытый перелом ноги. Алисия обманывает Марту и остальных, что Джон вошел в ее комнату и начал приставать. Глядя на ранение Джона, Марта принимает решение отрезать парню ногу, ведь если этого не сделать, к утру может развиться гангрена. Глядя на Марту, Капрал решает, что она специально отрезала ему ногу, ведь в ту ночь он не пошел в комнату Марты, а явился к Алисе. Услышав, что МакБерни перестал кричать и успокоился в его комнате, появляется Алисия, от которой парень требует украсть у Марты и принести ему ключ от двери. Во время обеда парень на костылях появляется на кухне, держа в руке пистолет. МакБерни высказывает мнение, что Марта специально отрезала ему ногу, а Эдвина столкнула с лестницы. Изрядно всех напугав, МакБерни выходит из комнаты, а Марта просит Эми привязать платок на ворота. Однако Капрал замечает это, снимая платок. Услышав крик девочки, Марта отправляется на поиски Эми. Обнаружив ее вместе с МакБерни в ангаре, Марта приглашает Капрала вернуться в дом. Джон предупреждает о том, что если они еще попытаются хоть что-то сделать с ним, то он всех пристрелит. Появившись в комнате МакБерни, Эдвина начинает целовать парня, после чего они занимаются этим. Остальные в это время думают, как избавиться от МакБерни. Мэри предлагает использовать грибы, которые очень любит Капрал. Марта просит Эми набрать специально грибов, и для этой цели парня приглашают на прощальный ужин, после которого МакБерни должен покинуть пансион. Капрал благодарит за ужин, также просит прощения у девушек за проявленную злость с его стороны. Марта предлагает солдату отведать грибов, которые собрала Эми, но МакБерни накладывает не только себе, но и Эдвине, однако Эми напоминает девушке, что та не любит грибы. МакБерни хвалит грибочки Эми, после чего начинает задыхаться и падает на пол замертво. Завязав синий платок на воротах, девушки выносят тело МакБерни, завернув его в простыню. Находясь на крыльце, девушки смотрят на белый сверток за воротами. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось наше видео, то поделитесь им с друзьями.